Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. И сегодня с вами я хочу поговорить о финансовом сопровождении бизнеса, как правильно выбрать специалиста. На самом деле в русском языке существует обозначение бухгалтера, то есть бухгалтер, который финансовое сопровождение бизнеса. И проблема в том, что существуют разные виды бухгалтеров, есть аудиторы бухгалтеры, разные виды специалистов. И в этом ролике я хочу как раз рассказать о том, почему возникает такая путаница и почему так правильно выбрать правильного специалиста. На самом деле на иврите путаница значительно меньше, потому что есть роэ-хешбон, есть юэц мас и есть минаэль хешбонот. И на самом деле, конечно, не все, но в большинстве, то есть люди приблизительно понимают разницу. Как в русском языке, предположим, люди понимают разницу между врачом и медсестрой. Да? То есть то, что касается русскоязычной публики, существует очень и очень много всевозможных непониманий, и поэтому люди выбирают неправильного специалиста. Когда мы говорим о бухгалтере и аудиторе, то есть я имею в виду роэ-хешбон, сравним роэ-хешбон и минаэль хешбонот. Да? То есть я не хочу акцентировать внимание на то, что минаэль хешбонот учится полгода, роэ-хешбон учится 4 года, есть стаж 2 года, то есть может быть даже это менее важно. Хотя это тоже очень много образования, это очень важно. Я хочу поговорить на самом деле о очень большой разнице. О том, что аудитор имеет право представлять клиентов в налоговых органах, а минаэль хешбонот бухгалтер не имеет права представлять. И на самом деле для многих клиентов, то есть эта разница огромная. Почему? Потому что у меня, скажем, 30% клиентов, приблизительно треть клиентов, то есть которые приходят уже с проблемами. Почему они приходят с проблемами? Потому что либо они сами там пытались вести каким-то образом бизнес, либо, выбрали неправильного бухгалтера, и им нужно решать вопросы, да, то есть у них есть счета в мас ахнасу, битух леуми, то им нужно отменять штрафы и так далее. Роэ-хешбон аудитор имеет право представлять клиентов в налоговых органах. Если это объяснить, это как адвокат. То есть адвокат имеет право представлять клиентов в суде. Роэ-хешбон аудитор имеет право говорить от имени клиентов в налоговых органах. У нас есть возможность подключения, прямого подключения, это называется ШАМ, прямого подключения к налоговым органам. Поэтому, когда приходит ко мне клиент с проблемами, и я подписываю его доверенность через несколько дней входит в силу, то я могу от его имени вести переговоры, просить отменить штраф, просить всевозможные вещи. То есть я его представляю в налоговых органах, соответственно, бухгалтер минаэль хешбонот не может это сделать. То есть в очень многих случаях, то есть это разница принципиальная. Поэтому я хочу сказать такую вещь, то есть что на иврите еще раз есть минаэль хешбонот, есть юэц мас и есть роэ-хешбон. Минаэль хешбонот – это бухгалтер, который оканчивает бухгалтерские курсы, не имеет права представлять клиентов в налоговых органах. Юэц мас и роэ-хешбон, он имеет право представлять клиентов в налоговых органах, и юэц мас он занимается исключительно индивидуальными предпринимателями, то есть он не может подписывать годовой отчет компании с ограниченной ответственностью, а роэ-хешбон аудитор, то есть он может делать все. То есть и представлять клиентов в налоговых органах, и подписывать годовые отчеты компании с ограниченной ответственностью и так далее.
То есть и то, что моя рекомендация действительно понять, как бы приблизительно хотя бы понять разницу, и когда вы действительно выбираете финансовое сопровождение бизнеса, выбрать правильного специалиста. Потому что в результате, то есть это может стоить очень много здоровья, нервов и денег. С вами был Владимир Маршак, аудитор, бухгалтер и налоговый консультант. Всего вам доброго, шаббат шалом, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго!